Всем привет! Так, ну что, девочки, мальчики, сегодня у нас плетем треугольную белевую корзину. Значит, с чего начинаю? Начинаю я с того, что мне нужно придумать, какой у меня будет рисунок, то есть как будет выглядеть моя корзина. Значит, как я буду делать? Вот рисую рисунок. Сейчас мы говорим об вот этой части, то есть вот. Значит, что будет? Я планирую, значит, так. Низ у меня будет веревочка из 3. Далее я проплету где-то рядочков, там веревочка из 3. Вот. Здесь, то есть самый-самый низ, да, я начну с веревочки из 3. Далее я хочу проплести вот здесь вот. Я не знаю вот еще сколько. Ну, до 10 рядов. До 10 рядов веревочкой из 2. Вот, то есть это будет вот эта вот часть. Вот. Теперь дальше. Здесь я хочу сделать косу, вернее, проплести веревочку из 3 прямую и обратную. Вот. Это будет вот здесь. То есть следующее после веревочки из 2. После того, как я проплету, здесь у меня будет обычный ситец, середина. И потом снова я сделаю вот точно такое же, уже перед окончанием верха. То есть это будет вот здесь. То есть будет повтор. Вот. Я не хочу сильно нагружать, будем так говорить, корзину, потому что она небольшая. Ну, как бы я не вижу смысла там делать какие-то супер-мега большие рисунки. Узоры, вернее. Вот, теперь скажу, почему здесь начинаю веревочка из 3. Потому что здесь верх будет закрываться розгой, и плюс крышка, на крышке тоже будет розга. Поэтому как бы я буду стараться так, чтобы все совпадало у меня более или менее, то есть рисунки было одинаково. Почему здесь беру ситец? Потому что тоже ориентир на крышку. Крышка сама будет тоже вот треугольная. И она будет идти вот ситцем, вот так вот, туда-сюда, туда-сюда. То есть вот так вот будет ситец идти. И чтобы не было разнобоя между, допустим, самой основной частью плетения корзины и крышкой, поэтому как-то выбираю вот что-то одинаковое, чтобы не было большого, бросалось сильно разбега. Вот, это как бы такой вот план работы. Значит, по сегодняшнему дню постараюсь снять полный мастер-класс по поводу плетения вот этой большой корзины. То есть крышка будет, наверное, на завтра, потому что в любом случае я не успею хоть на камеру снимать, хоть не на камеру, поэтому планируется вот такое вот. Буду выкидывать все частями. К сожалению, оборудование у меня, телефон, памяти мало на нем и не позволит мне снимать большие видео. Ну, как смогу, так смогу. Может, насобираю немножко на оборудование. Вот. Так, что еще? Слушайте, хотела я сейчас спросить. Есть же девочки, да, которые проводят мастер-классы в интернете, эти прямые эфиры. Скажите мне, пожалуйста, какой лучше программой пользоваться для того, чтобы можно было провести прямой эфир? То есть, чтобы, допустим, я могла... Значит, чтобы мое видео с телефона воспроизводилось на компьютер, потому что буду общаться по телефону, а читать ваши сообщения на компьютере. Вот. Ну, это как бы такое отвлечение, там, отвлекаемся от основной части. Мне просто интересно, потому что все-таки люди пользуются, знают как и что. Напишите мне, пожалуйста, под видео, какую лучше программку мне на компьютер скачать. Все-таки хочу провести прямой эфир, еще, конечно, не знаю что будет в прямом эфире. Может, просто поболтаем, познакомимся, покрутим трубочки. В общем, будем посмотреть, еще решу. Так, в общем, это так, отвлеклись от темы. И так понятно, да? Значит, низ веревочка из 3, потом веревочка из 2, несколько рядов. По ходу я уже буду видеть. Потом веревочка из прямой и обратной. Будет веревочка из 3. Потом плетем ситец. И заканчиваем точно так же, как вот внизу. Вот это вот план работы.
Так, с этим разобрались. Так, теперь, значит, вчера готовили с вами донышко. Вот оно у меня практически готово. Значит, какая ситуация? Я тут уже частично вот, будем так говорить, ставила трубочки. Вот это вот так выглядит. Вот. Теперь, значит, мне нужно вставить. Вот еще у меня остались. Но у меня, не поверите, первый раз такая ситуация. Ну, как бы, у меня почему-то все время было все ровненько попадало. А это вот такая вот ситуация. Значит, сейчас покажу. То есть, если посмотреть, сейчас давайте мы одну трубочку с вами. Вот я вот так вот примеряю, чтобы ровненько попало, да? Заламываю. Получается вот такая, как скоба. И проталкиваю вот туда. Это мы готовим донышко к началу нашего плетения. И вот так вот я туда проталкиваю. Так, теперь, значит, есть у меня такая засада. Ну, я не считаю, что это засада, как бы. Просто я никогда с таким не сталкивалась. У меня всегда все было как-то четко. Вот, а это. Значит, смотрите, если я вставляю вот сейчас вот сюда вот такую скобу, да, она занимает это отверстие и это. И одна вроде как остается лишняя. Но ее же нужно как-то закрыть, то есть там тоже должна быть стоечка. Что я делаю? Беру ножнички, делаю отверстие пошире с одной стороны и с другой стороны. Так, вот так. Продеваю сюда одну, вот так. Ну, как положено, первую, да? Вот. И теперь мне нужно вставить вот сюда и вот сюда. Точно так же примеряю приблизительно. Оставляю вот кончики одинаковые, хотя бы плюс-минус, да, по сантиметрам там. И вот так вот сюда. То есть в одно отверстие я вставляю 2 трубочки. Вот так. Хотя, я вам скажу, можно так сделать везде. Слушайте, хорошая идея. Давайте, наверное, мы так и сделаем. Почему? Скажу почему. Потому что, по сути, у меня вот должно быть по 2 стоечки везде. Вот. То есть я буду вставлять, как я говорила, помните, когда делали донышко, я говорила, что у меня будет стоять по 2 стойки. В принципе, можно оставить так, а можно, сейчас настрою это все дело, можно сейчас вот так вот к каждой дополнительно добавить, нет, не угадала, вот так, к каждой дополнительно вот так вот добавить еще по одной стойке. Сложно, конечно. Почему? Потому что сейчас проталкивать нужно уже не одну трубочку в отверстие, а по сути отверстие рассчитано на одну трубочку. Вот. Вот, можно вот так вот сделать. Как бы прошиваем. И по сути вот у нас будет по 2 стоячка уже готово. Вот так вот. Вот. Подровнять, конечно, потому что они будут все немного. И вот. Давайте я, наверное, так и сделаю. Хотя, в принципе, вы можете и оставить так, и потом просто, когда будете плести, добавлять будете рядышком стойку. Ну, это как бы уже на усмотрение. Я, наверное, оставлю вот так, как есть.
Ничего страшного в том, что там где-то что-то. Это все-таки низ корзины. А может, и сделаю. Нет, я, наверное, сделаю, пройдусь. Вы знаете, что я сделаю? Я пройдусь, наверное, вот эту вот часть. То есть вот эту. Вот. А там уже будет видно. Или, может, так оставлю. Нет, я, в общем, пройдусь, сделаю полностью все, чтобы уже было везде все одинаково. Так, чтобы вот, максимально было все красиво. Вот. Ну, естественно, я включусь дальше и будем уже дальше с вами плести. Ну, будем плести вот наш рисунок, да, вот наши узоры, которые мы запланировали на сегодня. Все, вы также, кто со мной плетет или будет плести, еще раз напоминаю, можете сделать так, как я, то есть везде вот так. Либо вы можете оставить так, как есть, по одному стежку, и потом уже, когда будете плести, то есть вот здесь будете добавлять просто себе еще по одной стоечке. Все, значит, я добавляю, включаюсь, и мы с вами будем уже продолжать плести. Так, ну что, значит, протащила я через каждое отверстие вот по 2 трубочки. Вот, сделала форму. Форма, значит, состоит из вот уголков. Вот. И вот такой же части, с которой мы делали нашу заготовку низ. Вырезала, померила полукруг вот этот вот, да. Вырезала по такой же длине вот такую вот часть. Соединила, укрепив это все скотчем. Кое-где горячий клей, чтобы все хорошо, цепкость была. И вот так вот у меня получилось. Так, теперь начинаем плести. Начинаю я плести не с лицевой стороны, то есть вот здесь, где у нас лицо будет, да, то есть в угол, а где-то сбоку. Вот так вот начинаю. Как я говорила, начинаю из веревочки в 3 трубочки. Так. Сейчас придется, конечно, несколько первых рядов помучиться, но ничего. Все это у нас будет исправимо. Так, форма, конечно, пока она станет на свое место. Ну что, во время плетения все выровняется. Значит, как я поступаю? Вот загибаю уголок. Ну, там, где вот наша скрутка. И вот так вывожу ее так, чтобы хвостик вот зацепился за соседнюю стойку. Здесь первая. Точно так же вторая. Вот. И третью точно так же я буду делать, наверное, дальше немножко вот сюда поставлю. Вот. Только наоборот надо было сначала вести наперед. Вот так. Сзаду наперед укладываем трубочки. Вот так. Все. Так, вот эти хвостики, которые есть, они будут накрываться вот трубочкой. Вот мы взяли и оплетаем перед 2 за 3. Не обращайте внимания на стойки, они будут меняться. Мне главное сейчас зацепить первый ряд. Так, есть. Перед 2 за 3, как обычно, мы плетем веревочку из 3. Так. Вы знаете, а давайте сделаем веревочку из 4. Вот что-то мне вот захотелось сделать ее шире. Так. Я еще одну трубочку поставлю впереди. И вам будет наука. Вот. Все. И точно так же, так как у нас веревочка из 4, значит мы
перед 3 за 4. Вот вышла трубочка. Перед 3, 1, 2, 3 за 4. Вот пустую свободную. И у нас вот так будет укладываться. Следующую. И следующую. Так. И у нас будет широкий валик, красивый. И точно так же уголок мы обходим. Но здесь я буду добавлять трубочку, потому что мне нужно, чтобы был ярко выраженный угол. И вот так вот рядышком, просто рядом подставляю. И сейчас буду следующий накрывать. Я же говорю, поначалу первые рядочки, они сложные, потому что все крутится, все вертится, не хочет становиться на свое место. Ну ничего, это только первый ряд. В любой работе, где бы ни начинали, первое всегда сложно, и это нормально. Так, есть. Стали теперь. Сейчас я сразу себе 3 трубочки подготовлю. 4. Так как нужно наращивание. Ничего. Придержим. Оно потом все зафиксируется во втором рядочке. Так. Переходим на вперед уже. Так, дальше. Плотненько все прижимаем. Так. Так, теперь следующую, 4. Здесь хвостик побольше, поэтому нужно срезать. И вот так заводим. Так, есть. Так, дальше. Все равняем. Все наши стоечки укладываем на свои места. Так. Вот. Так вот у нас все будет становиться. Так. И здесь мы уже будем делать наращивание всех 4 подряд. Так. Я готовлю сразу все 4 трубочки. И вот так. Вот так мы будем каждую менять и сразу заводить. Я снова на полу сижу. Мне так удобней. Так. 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 И вот сразу при веревочкой мы все ставим по своим местам, чтобы стоечки становились. Понятно, что сейчас они все равно еще гуляют, а уже второй ряд, когда мы будем плести веревочкой из 2, мы тогда уже более четко все выставим.
Так. И каждую сейчас мы поправим. Понятно, что форма сейчас немножко гуляет. Почему? Потому что первый ряд, пока все выставится, установится так, как нужно, чтобы все везде все четко стало. И хочу еще сказать, что форму я делала после того, вот как протащила трубочки через отверстие, чтобы не было такого, что у меня форма стала на место от этого отверстия. То есть все вымеряла тогда, когда уже все стало по своим местам. Как если вы помните, форму мы делаем на 5 миллиметров дальше от отверстия или от трубочки, там где будет все это стоять. Так, есть. Дальше. Сюда мы подставляем, если помните, еще одну трубочку. Так, сейчас будет очень неудобно, как обычно, угол. Ну ничего, мы сейчас вот так красивенько накроем следующей трубочкой, и все станет. Так. Вот. Я потом их прихвачу скотчем, возможно. А может, наверное, нет. Так. Вот. Так. И теперь снова мы наращиваем. Так. Здесь. Так, если помните, готовила 1500, но вот не знаю. Терзает меня смутное сомнение, что много. Ну ничего. Потом они мне пригодятся в чем-нибудь другом. Так, дальше. Раз. Сразу обрежу, уже видно где. Так, и заводим. Вот. Все ряды я буду закрывать. Я не буду плести по спирали. Если вы помните, я всегда стараюсь рядочки закрывать. Это не обязательно, что нужно закрывать. Каждый решает сам, стоит ему это делать или нет. Я просто так привыкла. Я поначалу тоже не закрывала рядочки, а потом попробовала, мне понравилось. Ну, вот с тех пор я вот уже, ну, наверное, года 2 я все рядочки закрываю. Ну, понятно, что веревочку из 3 мы всегда закрываем. Хотя, в принципе, если у вас рисунок, вы плетете по спирали, да, у вас там рисунок полностью все там из веревочки из 3, то можно не закрывать, а по кругу плести. Но, опять же таки, я вот такая вот, я любитель закрывать. Так, есть. Дальше обрезаем. Снова надо наращивание делать. Так. Нарастим здесь сначала, а потом перейдем на угол. Так. Здесь. И еще одну мы складем на уголочек наш. Вот так. Вот так. И теперь будем... Мы, наверное, сейчас заведем. Вот. А потом будем продолжать. Так, здесь нужно нарастить.
чуть неудобно, потому что угол. Я же говорю, первый ряд, да, все ездит, все разваливается, неудобно. А итог-то какой. Так, придерживаем, ставим все как нужно и затягиваем. Теперь, если помните, помним принцип веревочки из 4 перед 3 за 4. Так. Заводим. Вот, наконец-то. И вот наша 4 выводим наперед. Так, подходим к началу нашему. Здесь все поправить. Так. Вот мы подошли к началу. Так, как мы закрываем? Значит, берем крайние от себя перед 3 за 4. Вот так, да. Теперь снова перед 3 за 4, перед 3 за 4 и так далее. Но мне нужно оставить в работе 2 трубочки. Я как делаю? Если помните, у меня на канале есть видео «Прячем хвостики». И вот я беру не крайнюю от себя, а первую, ближе к себе. Завожу за соседнюю. Обрезаю трубочку напротив следующей. Так, сейчас минутку. И прячу хвостик вот между стойкой и вот первой трубочкой, которая лежит сразу рядом со стойкой. И вот туда я это прячу. Хоп. Так, беру следующую вот. Также завожу за стойку. Вот. Тут хвостик как раз попадает между. И я его туда вот так вот подтолкну. Вот. И теперь эта трубочка. И вот так. Здесь я бы советовала вот так вот немножко отодвинуть вот эти наши, вот, чтобы все стало на свои места, чтобы валик стал одинаков. Все. Теперь меняю вот эти трубочки. Ну, здесь, вернее, наращиваю, быть точнее, да. И плету веревочкой из 2. Ну вот не знаю сколько. Может рядочков 7. Так, здесь мы накрываем, прятать все наши некрасивости. Вот, все. И помечаю, кстати, себе поначалу вот так. Вот. Вот моя первая стоечка. И я буду проплетать веревочкой из 2, как обычно. Вот. Веревочка из 2, я думаю, вы знаете, что это. На канале есть видео, что такое ситец, а что такое веревочка. Вот. И проплетаю, наверное, рядочков 7. Вот так, огибая уголок. Раз. Да. Давайте проплету рядочков 7. Вот. И посмотрим, что у нас получится. Главное, чтобы и немного было, и немало. То есть плетем с вами веревочкой вот так вот.
7 сантиметров. Ой, 7 рядочков. И там я уже включусь. И будем с вами плести прямую и обратную веревочку из 3. Вот так вот. Так, вот так вот у нас получается. Снизу я типа как валик, вот что-то похожее. Ну, конечно, не валик, но это проплетаем, в общем, девочки, проплетаем и мальчики. Проплетаем 7 рядочков, а дальше уже посмотрим. Дальше уже будем плести веревочку обратную прямую, повторяюсь еще раз. Так, до следующего, будем так говорить, нашего рисунка. Так, значит, проплела я 7 рядочков, этого достаточно. И начинаем плести веревочку из 3, прямую и обратную. Я беру хвостик и вставляю сзади в стоечки. Сейчас, где моя палочка-выручалочка? Где-то была. Придется подниматься. Ой. Так. Значит, сзади стоечки вот там вот я вставлю. Вот. Так. И плести я начну с обратной веревочки. Разница с какой веревочки вы начнете, прямой и обратной, будет в направлении косы, которая получится. Если мы, например, начинаем с прямой веревочки из 3, то коса у нас будет идти слева направо. Если так как вот я с обратной, то справа налево. Сейчас вы все посмотрите. Как прямая веревочка начинается? Берется крайняя к вам, закладывается за ближайшую вот соседнюю, из которой нет еще ничего, не выходит ни одна трубочка. Обратная делается наоборот. Я поднимаю, я под наши рабочие 2 трубочки и вот так вот наперед завожу. Снова та, что ближе к вам, под всеми трубочками, также перед 2, но под трубочками наперед. Вот. И снова. Опс, съехала. Так, и снова вот. Как бы вам так вот. Перед 2 под трубочками наперед. Вот. Это мы делаем обратную веревочку. Так, переходим сюда, наращиваем. Все наши 3. Так. Перед 2 за 3, но под трубочками. Это обратная веревочка из 3. Почему начала именно с этой? Потому что дальше у меня будет рисунок ситец. И мне удобно будет с прямой, дальше после того, как мы закончим обратную, будет прямая. Мне удобно будет переходить на ситец. Дальше я вам все покажу. Сейчас мы с вами плетем обратную веревочку. Я уже с вами проплету. Так. Или давайте я, наверное, проплету, дойду до конца. Так мы время немножко сократим, потому что понимаю, что много смотреть не очень хочется. Все время перелистываешь, зная по себе, что берешь всегда какие-то основные моменты. Вот. Я сейчас дойду до конца, покажу, как мы будем делать переход на прямую веревочку. Подошла я к нашему окончанию обратной веревочки. Вот наша первая. Так, я подхожу. Вот последняя, первая. И по рисунку закрыть нужно эту веревочку и начать прямую. По рисунку, как обычно, нижняя наперед. Заводим ее за стойку и выводим наперед. Эту трубочку, следующую,
сейчас покажу. Под вот эту стойку, вот здесь, под низ, под эту трубочку, которая лежит, за стойку и также наперед. Вот. И осталась последняя. Теперь последняя под 2. Вот прям вот сюда. И снова наперед. Все. Вот наша веревочка совпала. Вот, если я так прикрою, все совпало. И вот у меня теперь вышли 3 трубочки на веревочку прямую. Как прямая плетется. Обратно мы брали под низ трубочек, а прямая наверх за соседнюю пустую. И вот так за соседнюю пустую. Так, теперь все это прекрасно мы должны нарастить. Я сразу пообрезаю и наращу, чтобы были, как говорится, новенькие. Так. За стойку заведу. Вот так. Теперь эту. И вот эту. И начинаем плести нашу прямую веревочку. Так, передвигаю немножко. Так. Вот так. И сейчас вам покажу, какая у нас коса получается. Так. Вот. И вот так мы сейчас проплетаем. Вот какая коса у нас получается. Вот она идет. То есть уголочек косы идет влево. И вот, а если мы делали наоборот, сначала прямая веревочка, вот как сейчас, а потом обратная, как мы первая плели, то уголок косы шел бы вправо. Поэтому вот вся и загвоздка, по сути, начала обратной прямой. Плюс, вот я говорила, что да, легче будет потом просто мне перейти на ситец. Сейчас мы это все дело нарастим и дойдем до начала. Так. Так. Подходим к нашему уголку. Здесь лучше, конечно, на углу не наращивать, но у меня, к сожалению, нет выбора. Курочки мои. Я в деревне живу, поэтому курочки мои что-то там дахкают. Наверное, вам это слышно. Так. Угол. Так. Практически подходим к окончанию нашего ряда. Так, сейчас здесь
И нарастим и пойдем дальше. Это мы заканчиваем прямую веревочку из 3 трубочек. Так, переходим. Так, здесь может не хватить. Придется нарастить здесь. Иногда приходится вот такие огромные куски откусывать, потому что по-другому не выкрутится. Так, ну что, подходим мы к окончанию. Вот. Вот мы подошли к окончанию. Вот первая трубочка, из-за которой вот вышла. Вот последняя. И, как обычно, мы делаем перед двумя за третью. Вот. Вот здесь вот желательно оставлять вот чуть-чуть так вот место. Вот. Снова перед двумя за третью. Вот. И перед двумя. Вот. Все. Вот коса наша совпала. И как я говорила, вот наши трубочки готовы к ситцу. Теперь у меня здесь нечетное количество трубочек. То есть я должна плести нечетным количеством рабочих трубочек. Или одной, или 3. В данном случае мне прекрасно все становится в 3 трубочки. Я так и буду плести 3 трубочками. То есть вот трубочка первая. Сейчас покажу. Это называется ситец вдогонку. Одна трубочка будет догонять другую трубочку. Сейчас мы это дело покажем. Вот. Берем всегда с нижней. Вот. И кверху поднимаясь, вот так и плетем. Не перекрещивая. Вот. И так надо пометить, кстати, себе первую стойку. Она, в принципе, помеченная. Вот я ее загнула. И вот так дальше мы будем проплетать, как обычный ситец. Можете несколько пройтись одной трубочкой, потом догнать следующий. И вот так вот. Я делаю так. Несколько стежков сделала и вернулась за следующей. Так, здесь. И вот так вот ситец вдогонку у нас плетется. Чем хорошо 3, там 4 трубочками ситец, это тем, что очень быстро набирается ряды. Я могла бы и одной трубочкой плести, но, блин, это так долго будет, поэтому я решила, что раз плела веревочку из 3, и тем более у меня нечетное количество, то оставляю эти 3 трубочки и ими буду плести. Плести ими буду, ситец. Вот. И вот так по очереди. Сначала нижнюю, потом среднюю, потом самую верхнюю. Снова нижнюю, среднюю и верхнюю. И вот такой вот ситец у нас с вами получается. Так, теперь еще один момент. Значит, если вы помните, высота у меня ящичка должна быть 40 сантиметров. Теперь мне нужно понять, сколько мне нужно плести ситца, чтобы снова потом повторить вот этот вот узор. Значит, от 40 сантиметров я отнимаю 1 сантиметр, это на крышку.
Далее я меряю, сколько у меня получается вот здесь сам рисунок. Вот я меряю. Меряю вместе вот с нашей заготовкой. Потому что заготовка тоже имеет сантиметры. Миллиметры, вернее, в данном случае, да. 6,5 сантиметров мне нужно не доплести. То есть, если 39 сантиметров, так, значит 40 сантиметров минус крышка, остается 39. 39 минус наш рисунок, вот этот, у нас получается, у нас там получается? 39 минус 6, это 33, да? Да. И минус еще полсантиметра, 32,5. Вот я должна ситец наплести по высоте 32,5 сантиметра. И тогда можно снова делать повтор и закрывать ряд, уже закрывать нашу полностью корзину. Вот, поэтому, значит, я буду плести, а у вас там по вашей высоте, сколько вы захотите, как вы захотите. Я буду плести до 32,5 сантиметров по высоте. При этом я поменяю трубочки. Менять трубочки буду так, чтобы стык, там где я буду соединять, накрывался одной из трубочек. Либо так вот накрывался. Ну, главное, что просто накрыть и спрятать стык вот этот. Все, значит, я доплетаю до 32,5. И будем с вами повторять этот рисунок. То есть то же самое, но только в обратном порядке. Коса это, потом наша 7 рядов наших, и будем закрывать уже розгой. То есть вот так. Все, значит, плетем. А я уже дальше, ну, то есть закончу, я уже покажу, что я буду дальше делать. Так, значит, проплела я нужное количество мне рядов по расстоянию. Теперь мы повторяем наш рисунок, который был снизу. Значит, плетем сначала обратную веревочку, потом прямую веревочку, образовую косу. И дальше вот наша коса, обратная веревочка, прямая, и потом 7 рядочков. То есть сейчас мы будем плести обратную веревочку. Как помним, да, что берем не верхнюю, вернее, берем не наверх, закидываем трубочку, а под низ, под трубочки за соседнюю пустую. Так, поворачиваем. Так. И плетем нашу обратную веревочку. Так, не буду на этом останавливаться. Можно будет вернуться в видео посмотреть, потому что, ну, чтобы не затягивать время. Я проплетаю обратную веревочку. Перед закрытием включусь. Подошла я к окончанию. Вот моя последняя стоечка. Вот моя первая, за которой вот выходит трубочка. Значит, как мы заканчиваем? Назад заводим за первую и наперед. Дальше заводим под вот одну трубочку, вот эту, за стойку и наперед выводим. Так. Вот так. Чтобы у нас рисунок совпал. Так, и далее вот эту последнюю под 2 вот эти вот за стойку и наперед. Наверх. И наперед. Все. Так, теперь плетем с вами прямую веревочку. Мы начинали под низ, забрасывали трубочку, теперь наверх заводим. И вот так
проплетая нашу косу, мы вот так вот будем образовывать вот такую вот косичку. Мне нужно вернуться, потому что нужно нарастить. Так. Сейчас я наращу, покажу, как делать, как плести дальше немножко. Отключусь и покажу уже, как мы завершаем. Так. И вот так вот мы проплетаем. Укладываете вот эти вот стоечки параллельно вот друг к другу, чтобы они вот ровненько легли. Не чтобы налазили одна на другую, а вот ровненько. И вот так вот мы плетем дальше до конца ряда. Я подойду к концу, покажу, как дальше. Подошла я к концу нашей прямой веревочки. Значит, вот последняя, вот первая. И как закрываем? Перед двумя за третью. Берем крайнюю трубочку первую от себя. Здесь чуть-чуть оттянуть, чтобы легло параллельно. Далее перед двумя за третью. Вот так. И перед двумя за третью. Все. Видите? Коса везде совпала одинаково. Но мне одна трубочка не нужна. Я буду сейчас плести веревочку из двух. Я одну трубочку спрячу. Спрячу я вот эту. И что я делаю? Подыму, чтобы не мешало. И вот сюда, как вы помните, между стоечкой и самой трубочкой проталкиваю. И все. Вот. В работе я себе оставляю 2 трубочки. Вот. И также, точно так же, вот как у нас внизу веревочка. Вот вернее, прямая обратная веревочка, получилась наша коса. И теперь мне нужно 7 рядочков проплести веревочкой из 2, и будет уже загибка. То есть, прошу прощения, что так закрываю. Точно так же сейчас настрою. Вот. Точно так же я сейчас буду плести. Вот так. И как обычно мы веревочку плетем из 2. Так. Вот. Здесь обрезаю и продолжаю плести. И так 7 рядочков. Это первый, и еще получается 6. Это чтобы выйти уже на окончание, то есть конец нашей основной части короба. Так, ну что, не буду я дальше снимать. Уже проплету, подойду к, будем так говорить, окончанию, то есть перед загибкой. Вот, включусь и покажу, как мы будем плести дальше, то есть какая будет загибка. Закончила я, значит, свои 7 рядов. Теперь, вернее, у меня получилось, к сожалению, 8, из-за того, что я чуть-чуть неправильно сзади там плела вот эту вот веревочку. Ну ладно, то и такое. Один ряд ничего уже роли не сыграет. Так, начинаем плести веревочку, вернее, розгу. Буду закрывать розгой. Значит, обрезала все стойки. Если, кстати, вы плетете слева направо, так как я, то стоечки ставьте слева от обрезанных пенечков. Если наоборот, то ставьте справа от пенечков. Так. И нужно нам вспомогательные 4 трубочки. Огрызка. Не обязательно, что целая.
В любом месте я ставлю первую вот так. Вот. Далее следующую. И рядышком ее укладываю. То есть они параллельно, эта трубочка должна лечь параллельно с огрызком. Вот. Вот они легли параллельно друг другу. Есть. Следующий кусочек ставлю. Это розга в 3 прута называется. Вот 3, 2, еще один будет. И будет в 3 прута. И вот так вот. Вот. Параллельно. Все. Вот мы уложили. Вот мы зарезервировали. Когда будем заканчивать, мы будем пропускать здесь трубочку. И начинаем. Берем с крайней. Заводим за соседнюю пустую. И параллельно кладем рядом стоящую стойку. Есть. Теперь я беру нашу трубочку, вот которая завела первую. Обрезаю ее срезом вовнутрь к этой трубочке. Далее беру следующую, завожу, рядом укладываю трубочку, стоящую слева. Есть. Снова обрезала, поставила, вот хвостик, и следующая. Завела, рядом уложила. Вот. И сейчас обрезать буду вот ровненько, потому что мне же нужен здесь угол. Есть. Дальше веду. Снова завожу. И рядом параллельно вот укладываю. Вот. Дальше. Обрезаю вот эту короткую срезом вовнутрь. Небольшие хвостики оставляйте, но и не короткие. То есть, чтобы можно было прижать. Теперь беру следующую. То есть, всегда берем ближнюю к вам. Завожу. И рядом укладываю параллельно. Следующую. И обрезаю первый хвостик. Уложила. Дальше. И вот так до самого конца. И старайтесь следующую трубочку, которую вы берете, укладывать ровненько так, чтобы все везде закрыть. И вот таким вот образом мы идем до самого конца. Не буду задерживать время. Я думаю, принцип понятен розги в 3 прута. Вот. Я подойду к концу и покажу, как закрывать. Ну, естественно, это уже будет конец нашего короба. Подошла я к концу. Значит, вот наша первая трубочка. Кусочек, который мы резервировали. Вот он. Ай. Вот. Так. Сейчас я обрезаю вот этот кусочек. И теперь я должна завести за стойку, которая бы стояла вот здесь. Она вот уже уложена. Вот для чего был первый кусочек. И сейчас мы сюда будем упаковывать. Не совсем удобно, потому что стоит форма. Ну, а можно, в принципе, форму вытащить. Так. Смотри. Так, вот. О, первая. Вот. И теперь рядышком уложить следующую, вот эту вот. Все, вот оно уложено. Обрезаю. Так, вот 3 осталось. Их тоже нужно все заправить. И у нас осталось вот 3 огрызка. Вот в эти места мы должны сейчас их туда вот воткнуть. Вытаскиваем первый. На его место
Проталкиваем первую трубочку. Вот. И сразу обрезаем вот под корешок. Есть. Вот у нас второй. Вот. Вот на его место ставим вторую трубочку. Вот. Так. И обрезаем. Вот здесь прям хорошо видно, где можно обрезать. И осталась третья. Также где моя отвертка. Мы вот туда будем укладывать. Вот так. И главное все, чтобы шло параллельно друг другу. Вот так. Все. И под самый корешок мы обрежем. Все. Вот наш короб готов. И вот что у нас получается. Вот такая красота. Так. Ну что, первую часть мы закончили. Остается крышка нам. Значит, это я сейчас вытащу из формы, обверну форму пищевой пленкой и буду грунтовать обычной грунтовкой хорошо-хорошо. Вот, форму поставлю на место, и на форме он будет у меня сохнуть до завтра. А завтра, скорее всего, мы уже будем тогда плести крышку. Так, ну что, спасибо, что были со мной сегодня. Всем пока-пока, хорошего дня. До встречи!